Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня у нас будет видео по вопросам подписчиков. А именно вопрос такой: как я убираю у мальков, различных рыбок, тогда, когда они еще совсем маленькие. То есть, когда малькам 10 дней, там 2 недели и так дальше. То есть, дно загрязняется, и как я это все делаю, сейчас я вам все это покажу. Значит, вот смотрите, вот у меня есть мальки тернеции цветной. Вот они такого размера, примерно до сантиметра, может миллиметров 8. Но они хорошо едят, так как тернеция сразу берет артемию, они хорошо ее едят. И видите, на дне вот такое непонятное образование, какой-то мох образовался, да. То есть, простыми словами, собралась грязь. Хотя фильтр работает, фильтр у нас работает как биология, то есть он держит воду чистой, а на дне все равно мусор остается. Вот здесь, смотрите, мальки Данио, тоже их там достаточно много, вода чистенькая, фильтр справляется со своей задачей. Ну а на дне вот можно видеть скопление мертвой от артемии, которую они не успели съесть. Ну и она, соответственно, обрастает таким мохом, так называемым. Но я сейчас вам расскажу, как я это все делаю. Значит, какие цели мы преследуем после того, как уберем. Соответственно, чистое будет дно, мальку будет проще ловить живой корм, который будет ему даваться. После того, как мы уберем на дне, мы, соответственно, промоем фильтр. И потом можно будет повысить, то есть увеличить уровень воды, то есть добавить воды для большего объема. Тогда эти рыбки будут лучше расти и развиваться. Они, видите, какие уже юркие, они уже, вот например, Данио, у них уже видно цвет, какая будет зеленая, какая красная, какая синяя. А когда будет воды больше, у них будет больше места для движения, для плавания, они будут лучше расти. Значит, дно мы будем убирать вот такой обычной кухонной мочалочкой. Я ее положил в воду, чтобы она хорошо намокла, потому что это нам улучшит соприкасаемость ее с дном. То есть не сухой, сразу сухую опускать и там начинать что-то делать. А надо, чтобы она хорошо намокла. Итак, что мы первое делаем для начала уборки? Это убираем вот этот аэрлифтный фильтр. Просто его достаем отсюда и положим в отдельную емкость. Потом его промоем и поставим обратно. Так, это мы убрали. Теперь берем нашу мочалку, выжимаем из нее воду. А еще отключаем обогреватель обязательно. Можно даже его убрать. Но я убирать не буду. Я его просто отключил. Теперь берем мочалку. Вот таким вот образом ее сначала сморщиваем. Потом здесь открываем аккуратно в воде. И идем вот сюда к краю этого нерестовика. Пока мы там подходим, все рыбки, они убегут. Они не будут там ждать, пока мы их придавим. Вот, придавливаем к дну это все дело. И начинаем потихоньку вот таким вот образом вести сюда к передней стеночке. Вот видите, рыбки, они тоже вместе с мочалочкой идут, но они убегают. Вот заворачиваем здесь. Так, кто-то там еще попался к нам. Мы их так немножко пошевелим. Вот, прижимаем. Кто там плохо себя чувствует, тот, конечно, может и попасть к нам туда, в мочалку. Вот таким вот образом мы вот это все, муть вот эту поднимаем. Вот, вытащили ее. Вот можете видеть, вот эта вся грязь, вся на мочалке, видите? Сейчас мы ее промоем и то же самое сделаем с другой стороны. Опять ставим мочалочку, сморщиваем вот так. Опускаем сюда, расправляем ее. Все, она набрала воды. Теперь берем на вторую сторону, заходим. Вот таким образом заворачиваем здесь. И идем дальше. Потихоньку ее тянем. Вот рыбка, она себе уходит. Так.
Опять вот так вот хоп-хоп-хоп, хоп-хоп, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот заворачиваем. Притуляем. Вот рыбку мы выпустили всю. И вот это вот все безобразие поднимается у нас вверх. Все. Вот смотрите. Все на мочалке, вся грязь. Видите, какая слизь? Ну вот видите, у тернеции мы уже все убрали. Фильтр промоем, потом поставим в конце. И теперь переходим к нашим донюшкам. Они намного мельче, чем тернеция. Посмотрим, как грязь у них уберется. Итак, ну что, пришли мы к нашим данио. Делаем те же манипуляции. Сначала берем, убираем аэрлифтный фильтр, для того, чтобы он нам не мешал. И потом его тоже промоем. Не забываем отключать обогреватель. Видите, на фильтр тоже прилипло очень много мути. Но мы ее сейчас уберем. Видите, у Данио сколько мусора. Кормлю их так обильно. И они, видите, как растут хорошо. Вверху вон гупики есть. Они примерно все одинакового возраста. Но гупики, не забываем, что живородящие. Они сразу уже были большими, да? Родились. Ну, как большими. Ну, больше, чем икринка, скажем, да? И вот уже Данио некоторые начинают этих малечков, гупиков догонять в развитии. Ну, не совсем еще догнали, но я думаю, еще неделька они будут такие же. Так, движения делаем те же самые. Опускаем мочалку. Вот ее собранную опускаем, раскрываем ее. Она набирает воду. И заходим с правого края, начинаем убирать. Вот, смотрите. Стали мы там, хорошо захватили. И потихоньку идем сюда. Ну, Данио, видите, такая более юркая рыбка. Она разбегается вся, то есть вообще проблем нет. Ну, та, которая пропала, там есть, может быть, там 1 или 2 малечка. Они все уберутся. Вот, смотрите. Хоп. И смотрите, вся вот эта грязь у нас либо будет на мочалке, либо потом мы ее сможем убрать с помощью шланга. Ну, там небольшие кусочки. Так, и заходим на вторую теперь сторону. Опять так же само. Мочалочку собрали, распустили, все. Заходим на эту сторону. Ничего страшного, там, если там какого-то одного малька там мы захватим. Ничего страшного, их здесь такое достаточное количество, это вообще не проблема. Вот смотрите, как оно все идет. Видите, вот большой кусочек грязи вот слева. Ну ничего страшного, сейчас мы его потом возьмем шлангочкой, уберем, если он с нами не выйдет сразу. Вот смотрите, малечки, раз, и прячутся все. Мы так мочалочкой снизу подхватываем, смотрите, сколько грязи убирается. Сейчас мы шланга еще, она постоит 5 минут. И мы это все уберем, и будет красота. Ну что, друзья, прошло 10 минут. Сейчас мы шлангочкой уберем эту лишнюю грязь, которая там осталась. И можно будет ставить аэрлифтный фильтр назад. Обычным шлангом для аэрации, как мы обычно это делаем. Как вот в одном из видео я убирал икру плохую, там, ну, кто смотрел, тот видел. Аккуратно так постукиваем потихонечку. Рыбка пугается и убегает от шланга. И мы это все дело потихонечку убираем. Вот таким вот образом. Ничего там немножко останется. Оно уберется в следующей там уборке. Там через неделю будем убирать, например. И мы это все уберем. Ничего страшного в этом нет. Главное, что мы убрали скопление большого мусора на дне и не даем развиваться грибку и разным бактериям. Вот и все, достаточно. Ну что, мы продолжаем. Друзья, кто досмотрел до этого момента, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео, для того, чтобы его могли мы на просторах интернета продвинуть. Всем большое спасибо. Значит, смотрите, кто внимательно смотрел в начале, у нас эти фильтры аэрлифтные, они были без вот этих трубочек, которые сверху.
Почему? Потому что уровень воды был маленький и смысла не было их ставить. Теперь же мы поставили эти трубочки, добавили воды, то есть воды стало намного больше. Объем стал побольше. И, соответственно, улучшилась тяга этого фильтра аэрлифтного. Он будет лучше фильтровать. И рыбкам будет себя лучше чувствоваться. То есть рыбки, вернее, будут себя лучше чувствовать. То я уже заговорился. А кто досмотрит видео до конца, тот еще узнает от меня лайфхак. Для того, чтобы дно было всегда чистое. Так, переходим дальше к нашим тернециям. Вот, пожалуйста, наша тернеция. Смотрите, у нее фильтр поменьше, потому что рыбки здесь поменьше. И трубка тоже стоит. И добавили мы сюда, конечно же, воды побольше. И дно, смотрите, какое, вообще идеально чистое. Друзья, в чем же будет заключаться лайфхак? Смотрите, вот у меня есть тернеции чуть постарше, им примерно где-то 3,5 недели до месяца, да? Вот смотрите, какое у них дно, прямо аж зеркальное. И весь мусор собирается в такие кучки. Вот сейчас я покажу с этой стороны. Вон, видите, за фильтром собрался. А почему? Потому что, вот как вы можете видеть, слева на дальней стеночке есть анциструс маленький, видите? Ну их здесь два, где-то еще один. А, вот еще один на фильтре, вот справа, на правом фильтре. И они очень хорошо чистят все стеночки и дно. И подбирают там артемию, которой я кормлю рыбок со дна. То есть мусора практически, ну не то что мало, он есть, но он собирается в такие кучки. То есть дно практически чистое, зеркальное. А вот здесь у меня, смотрите, в этом аквариуме с нашими коридоросами Венесуэла Оранж есть еще вот такие маленькие анциструсы, видите? Тоже выводочек такой. То есть я сейчас возьму по 2 анцитруса, поймаю и кину их туда, в те маленькие нерестовички. И они тоже будут помогать и доедать весь корм, который на дне, который рыбка не съела. И, соответственно, будут нам чистить. Вот сидит красавчик. Будут чистить дно и стенки нерестовичков. Хочу вам сказать, маленькие эти анциструсы. Ну, пока поймал, надо было повозиться минут 10. Вон, смотрите, один уже вот обживает фильтр здесь у тернеций. Второй где-то тоже где-то сидит, не пойму где. Но где-то сидит. Потому что я их по 2 забросил. Возможно, может там за обогревателем где-то спрятался. Ну, короче, есть второй тоже. Сейчас посмотрим там, где у нас Данио. А вот они, кстати, два. Один справа, один там. Ну, короче, вдвоем они находятся под фильтром. Ну, все, у Данио тоже вон. Один сидит анциструс и второй. Уже начинают по дну лазить, там что-то ищут. Пытаются соскабливать что-то на стеночках. Друзья, ну что, я думаю, вам понятно. Все я рассказал, показал. Пробуйте, ничего не бойтесь. Все у вас получится. Главное желание брать и делать. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал. Кто хочет помочь в развитии канала, становитесь спонсором. Нажимайте кнопочку «Спонсировать» под этим видео. И ваши небольшие пожертвования помогут поддержке разводни и развитию канала. На этом с вами прощаюсь. Смотрите видосы, которые на экране появились. До следующих встреч. Пока.